Привет, друзья! Это второй день турнира The International Main Event, и мы решили пообщаться с Романом Лепехиным, также известным как Каспер. Рассказывай, как тебе в этом году International, делись своими впечатлениями, спрашиваю всех, вот ты не исключение. Впечатления пока что самые приятные, кроме риса. Во всем остальном ребята превосходят самих себя уже какой год подряд. Каждый год только лучше, 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 лучше арена, лучшие условия для комментаторов. В этом году, например, ребята сделали аналитику и на Group Stage, и на основной ивент. В прошлом году этой фигни не было. В прошлом году мы сидели вообще непонятно где, даже на мейн-ивенте. То есть мы сидели за проектором, нам ничего не было видно. Сейчас мы прямо в самом пекле. Наше комментаторское место, это очень круто. Мы с ним прямо вот рядом с командами, то есть видим все эти выходы, все очень круто. То есть в этом году в плане рабочим жаловаться не на что, кроме риса, опять же. Рис неплох, но его слишком много, мне кажется. Во всем остальном Инт пока только радует. Ты вот комментировал с Godhunt на групповом этапе, и недавно, вот буквально сегодня вы комментировали игру на мейн-ивенте. Многие зрители заметили, там даже наши ребята, что вы вот перестали рофлить, там нету вот всех историй про университет, про людей под дверями. Что с вами случилось, ребята? Слишком мало работаем. Обычно все вот эти истории, весь потенциал раскрывается уже где-то там к 8-10 часу трансляции, а в обычный день, когда работаем там мы вдвоем, это достаточно частое явление, то есть мы можем сидеть действительно там 3-4 дня подряд по 6, 8, 10 часов эфира, и действительно последние там пару часов это просто какой-то взрыв. Сейчас мы стараемся, во-первых, вести себя более официально, потому что вроде как элитное мероприятие, я слышал, но зачастую мы даем себе возможность немножечко подшутить, именно так, чуть-чуть, чтобы не перегибать палку. Я заметил, зато у нас студия аналитики по полной программе компенсирует наши. Ну, в общем-то, они работают сколько? 16 часов в сутки, там чуть меньше. Да, да, вот у них, друзья, если вы обратите внимание, так и есть. Первых там 3-4 часа идеальные. Ребята все четко делают, потом начинается поплава. Это вполне понятная вещь, если вы долго работаете. Ты устаешь, да. Ну вот в английской студии аналитики там люди меняются. У нас, по-моему... Ну, с сегодняшнего дня тоже люди меняются, слава богу, потому что вчера, ну и вообще парни изначально не хотели никого менять, потом мы им рассказали, что вам работать неделю в режиме 18 часов в день, вы просто умрете. Ну, я сегодня еле глаза продер утром, а я вчера не работал на последних 2 картах. То есть, что можно говорить о ребятах, которые постоянно сидят, я вообще не знаю. Хорошо, ну вот, кстати, вы будете с Godhunt комментировать, если не ошибаюсь, шоу-матч. Вот там-то мы и оторвемся. Вот это я и хотел услышать от тебя. Ну, потому что там будет минимум официозности, там мы с Витяном уже имеем планы. Сценарии, да, там все ну, дела. почти, да, почти сценарии, то есть мы уже договорились, что все, мы расслабляемся и комментируем свое удовольствие. Надеюсь, нас за это не будут ругать, надеюсь, вам тоже все понравится, мы стараемся тоже не перебарщивать. Для тех, кто не знает, скажи, когда, кстати, будет сам матч. Сам матч в предпоследний день, кажется, плей-оффа. Последняя игра получается, то есть это будет уже ближе к утру, наверное, к раннему утру, если речь идет об Украине и России, то... Ну, в крайнем случае, я думаю, что на YouTube-канале он будет. Да, на YouTube всегда все есть, вот на нашем том же канале Dota.ru Hub на YouTube, во всех наших социалках, везде все будут анонсы, так что не пропускайте. Ну вот скажи, кроме Godhunt, наверное, ты еще больше сейчас ассоциируешься в такой связке с Вилатами, вас называют там одной из самых лучших пар. Расскажи, почему так происходит, почему это, то есть вы начали там в свое время были там только ты и Вилат, да, и там само собой все к этому привыкли, но что ты можешь сказать вот в своем опыте комментирования с Вилатом? Наверное, все произошло именно потому, что в какое-то время были только мы с ним, поэтому мы с ним вот как дуэт, да, грубо говоря, и спелись, плюс мы стараемся друг под друга подстраиваться, мы не выпендриваемся, как это любят делать некоторые люди, которые там новички, да, допустим, вот все, у них там какое-то эго, можно его засунуть куда-то подальше, потому что зачастую и он бывает в роли ведущего, и я бываю в роли ведущего, то есть он на подхвате, как бы наоборот, это ни для кого не является каким-то там, да, унизительным, я не знаю. Точно так же, вот как мы с Витей меняемся с Godhunt, то он бывает ведущим, я сижу типа аналитик, то наоборот, это в порядке вещей. Ты комментируешь не только Доту, ты комментируешь и Counter-Strike, ты комментировал, вот Hearthstone запустили недавно.
откуда у тебя столько времени на все это? И играешь ли ты сам в игры? А времени на самом деле не так много, чтобы заниматься всем одновременно, поэтому в периоды, например, когда я знаю, что я буду комментировать КС, я знаю это примерно там, недели за 2. То есть я эти 2 недели усердно непосредственно играю, чтобы опять вникнуть в суть игры, потому что я когда-то хорошо играл, сейчас я в принципе катаю неплохо, до про уровня, конечно, далеко, но головешки подстреливать могу. То есть стараюсь следить за какими-то результатами турниров, просто чтобы быть в курсе событий и не ляпнуть какую-нибудь фигню во время эфира. Точно такая же история с Хардстоуном и с Дотой, потому что перед Интернешналом я вообще ни во что другое, кроме Доты, не играл. У меня постоянно были папчики, я там в день мог... Я жене сказал: так, Юль, все, у меня эти дни... Извини. Да, мне надо поиграть. И, то есть я сидел, действительно, мы... Стасяна нашего отправили к родителям, и у меня было как раз вот 2 дня перед интом. Ну, то есть я еще до этого играл, но не так часто. А вот 2 дня я просто сидел нон-стопом, там по 10-15 игр в день, и старался просто, опять же, проникнуться, да, этой атмосферой. Как ты вообще совмещаешь вот работу с комментированием, с многих там турниров, множество поездок и семейную жизнь? То есть хватает ли тебе времени там на Стасяна, на жену, вот? Расскажи об этом. Порой времени действительно очень мало, но, к счастью, поездок пока еще не так много. Зачастую они длятся в районе недели, там плюс-минус пару дней. И самые изнурительные периоды — это вот как раз прединтернешнальный период, когда ланы всех возможных турниров по доте, там еще по КСу возможно. Все хотят успеть же, само собой. Все, да, все вот эти пичкают даты, все выходные подряд там какие-то турниры. Там в прошлом году, например, у нас было то, что у нас один турнир был в Лос-Анджелесе, саммит как раз-то был, второй, кажется. После него мы прилетаем, у нас 3 дня отдыха, мы летим в Швецию на DreamHack. После DreamHack мы отдыхаем еще неделю и летим на International. То есть это все в 3 разных местах, короче, очень было тяжело. Ну а личная жизнь, жена уже вроде бы привыкла, Стасян тоже скучает, я ему постоянно там звоню, мы списываемся, то есть всегда держим связь. А вот он сам как тоже начинает играть? Ну, не то чтобы, пока он дошел до уровня Drive Club на PlayStation, он просто в один прекрасный момент, причем я ему там ничего не подсаживал, ничего такого, я сам при нем редко играю достаточно, и он просто подходит, берет джойстик с полки, ложится на диван, Поехали. Да, ложится, кладет себе подушку под спину, говорит: пап, масинки мне вкрути. Я говорю: какие масинки? Масинки. Я такой: понял. Включил Drive Club, показал, где там газовать, где что. Сидел там, баловался минут 5, ему потом надоело, выключил. Ну а в целом, там, видя такое развитие киберспорта, ты как-то вот, может быть, будешь сына своего, чтобы он как молодой Сумаил, молодой там все эти... Не, ну все будет зависеть от того, нравится это ему или нет. То есть захочет заниматься чем угодно, пусть занимается. Я весьма, скажем, продвинутый родитель. То есть, лишь бы ему это не было вредно, как ты говорится. Знаешь, как в том анекдоте, где, говорит, отец смотрит за сыном, говорит, смотрит новости про Андрея Шевченко, который там заработал 10 миллионов. Говорит: типа, сынок, ты пойди в футбол поиграй, может, что там, те уроки? Типа того, да, действительно. Не, ну, тут все упирается в его желание. То есть, вот ему сейчас футбол очень нравится, мы с ним часто играем там и дома, и на улице, мы с ним везде играем в футбол. В компьютерные игры он пока не играет, он еще слишком маленький. Я вот рассказал как раз, что гонки единственное, что он там запускал. Все остальное, ну, опять же, на его вкус. Окей, хорошо. Тебя вот называют очень часто таким шмотником в доте, там все шмотки, и Каспер все знает. Почему так? Откуда такая репутация? Ты в жизни тоже там шмоточник? Не. Я изначально... Я уже немного отошел от таких дел, просто потому что мне надоело немного политика Valve по этому поводу. Они очень много толковых вещей не пропускают, ну, то есть такая рутинная работа. Но в начале того, как только вообще появились вещи, мне это очень нравилось. Просто потому что я люблю красивые вещи. Я понимаю, что на это уходит очень много сил, я очень уважаю художников, которые этим занимаются. Очень многих знаю лично, как бы они все меня знают, и мы там с ними общаемся периодически. Так что это просто вот, я не знаю, я во всем люблю все красивое, у меня есть такой фетиш, и я ничего не могу с этим поделать, сорян. Хорошо. Думаю, на этом все. Если у тебя есть какие-то завершающие слова, пожелания, можешь говорить. Ну, естественно, привет всем моим фанатам, всем фанатам нашего Рухаба. Ну и, собственно, не забывайте, как я уже говорил ранее, подписываться на наш канал на Ютубе, наши Инстаграмы, Фейсбуки, Твиттера, ВКонтакты, для того, чтобы не пропустить все наши самые последние новости. Ну, а я с вами буду прощаться, и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и смотрите International вместе с нами. Всем пока, всем удачи.